6:30 утра, Стамбул. Все еще темно, а я уже проснулась, я хочу идти в спа. Проснулась просто от того, как орут мечети. Золотой Рог. 6 утра. Ну, отвыкаешь в Бодруме от отсутствия такого количества, не знаю, около, наверное, 50 мечетей со всех сторон. Послушайте. Что, 7 утра, а я иду в спа. Заснула, было темно, проснулась абсолютно так же темно. Так непривычно, потому что в Бодруме, когда просыпаешься, как-то... Ну, во-первых, я не просыпаюсь зимой в 6 утра, нужно понять. Я просыпаюсь в 8, как раз когда рассвет. А когда путешествую, я всегда встаю почему-то очень рано. Вот. Отель пустой, все еще спят, а я иду в спа. У меня сегодня насыщенная программа с утра. Значит, я хочу сейчас сходить в спа. Потом я хочу освежить голову, чтобы приехать домой уже такой чистенькой и свеженькой к мужу. Вот. А потом я пойду на завтрак. Я так поняла, что там просто нереально шикарный завтрак. Вот. А потом погуляю по отелю. Ну и в 12 я уже выезжаю в аэропорт и лечу наконец-то. Хотела сказать в Бодрум, но нет, я лечу в Измир. Я лечу в Измир, потому что там стоит моя машина. Сяду в машину, еще 4 часа, и я уже, наконец-то, в Бодруме. Выдалось такое новогоднее путешествие, которое вместо 4 дней или 5 дней превратилось в неделю. Неделю, я уже не дома. Так, ну что? Мне обещали открыть спа в 6 утра, никого нету. Все тут только для меня. И вкусняшек нету. Тут вчера были вкусняшки. Хочу вкусняшек. Косметика. Ладно. Прекрасно. Люблю вот эти вот моменты, когда, допустим, как вчера был аэропорт в Азале, он был только для меня. Я была там абсолютно одна. И точно так же спа. Свечи красивые. Красота. Günaydın. О, боже, как хорошо. Я так замерзла уже, кстати говоря, в номере. Почему-то прохладно в номере. Боже, как прекрасно. Ой, я так люблю, когда в сауну приходишь, а тут уже лежат полотенечки. Ой, она такая горяченькая. Ну, спасибо девушкам. Класс, устроили меня здесь вовремя. Красота. Ой, такая чистенькая. Как горячо, класс. Супер, просто класс. Что еще делать в 6-7 утра в Стамбуле? Идти в сауну. Хорошо так лед. Ой, просто кайф. Красота. Так, ну что? Так, а давайте теперь пойдем на разведку. Steam Room. Ой, какая здесь влажность. Вау. Вы знаете, я часто бываю и в саунах, и в стим-румах, ну вообще в спа. Но здесь, видимо, из-за того, что все новенькое, все просто запущено на максимум. В сауне находиться дольше, чем 5 минут невозможно. Камера запотела. Вот так вот. Эффект после стимрума от буквально 3 минут там просто работает все на такую мощность. Я, честно говоря, никогда не испытывала такого количества жара. Я обычно сижу в сауне и там до последнего. Дольше всех. Ой, слушайте, как хорошо. Это, конечно, вообще, потому что в Бодруме все вот эти спа, стимрумы, они, знаете, так, на четвертинку так работают. А тут зашел такой просто шок. Горячий такой воздух, резко. Ну, в общем, что значит новое оборудование? Красота, конечно. Риксос. Буквально недавно в Баку, Four Seasons, я листала там журнал с локациями, с ювелиркой. А тут тоже какая-то коллекция книг. Конечно, я обожаю, когда вот они в спа. Не просто какие-то журнальчики, а вот прям вот книги, посмотрите. Ой, сейчас я тут зависну.
А тем временем уже 8 утра. О, класс, смотрите, Европа. О, Англия, надо почитать. Я, кстати, мало где в Англии была, на таких местах. Африка, Австралия, rest of the world. Вау. Класс. Давайте сразу в Англию пойдем. 54-я страничка. Где она там, 54-я? Так, это у нас что? Вау, боже, смотрите, какие роскошные места. Это типа бассейны, которые прям сделаны в море. Собственно, natural такие. United Kingdom. Так. О, класс. Chapel Rock. Вау, видите? А я не была. Построен в 1959 году. О, сейчас я скриншотиков себе наделаю. Или... ну я же видео снимаю на память. Будет следующую поездку мою в Англию. Хочу поездить именно по таким природным местам. Devil's Point. Так, ну это уже такое мне не очень нравится. О, вот это классное. Ливни Cove House Pool. Вот это класс, вау. Ну, такие natural, таких, кстати, в Бодруме полно. А вот такие, конечно, классные штуки. Вау, посмотрите, как красиво. Супер. Просто балдею. Как классно моя поездка завершается. Новогодний трип. Кстати говоря, вот идея с Пулс, вот посмотрите, какой еще один красивый. Мне очень нравится. Потому что плавать в открытом море, я, честно говоря, в последнее время не очень люблю. Все эти живности, что-нибудь ужалит, укусит. Все эти акулы, которые потеряли ориентацию в пространстве из-за нашего с вами вмешательства. О! Представляете? New South Wales. Опять мне попался этот... такого плана бассейн. Вот все-таки это в следующий раз обязательно надо будет посетить. Вот эти ягоды из них. Напиток еще не перенесли, а вот ягодки я сейчас попробую. Так вот. Красота. Так, где это? Thank you. Thank you so much. See you. Bye-bye. Наконец-то просветлело. Сегодня, к сожалению, не солнечный день, а дождливый. Я так понимаю, по всей Турции сегодня дожди. Вокруг стройки. На самом деле отель, конечно, интересный, но пока здесь, мне кажется, все не достроится, все эти стройки, я бы здесь, честно говоря, не останавливалась. Ну и, конечно, отель Маэстро, он там чуть-чуть находится ближе к Галате, в котором мы останавливались в прошлый раз, с видом на Босфор. Это, конечно, вау. В общем, вот такой вот он отель Терсани Риксос. И вот видите, я тут окружена стройками. И мне кажется, пока эти стройки не закончатся, лучше, конечно, жить. Вот мы жили в прошлый раз, отель Маэстро. Возле Галата-Порт, просто великолепный, на самом деле, восхитительный. Вот. Мне там, конечно, очень нравится, можно выйти прогуляться в Галата-Порт. Здесь наверняка, когда закончатся вот все эти бесконечные стройки, то здесь будет, конечно, очень здорово. Ну и, знаете, все-таки здесь вид на Золотой Рог, а там в отеле Маэстро, там вид на Босфор. Ну, это не сравнить, конечно. Но все равно отель, конечно, в принципе, мне понравился. Ну, сейчас будет самый решающий момент, это завтрак. Если завтрак, там, какие-нибудь яйца Бенедикт, то это просто. Ух, я распарилась, у меня прям все лицо, прям чувствую себя какой-то супер отекшей. Ладно, в душ, на завтрак и в аэропорт. Слушайте, так классно и непривычно на экране находить себя в ленте Ютуба. Прикольно. Тут же, ну, Guest, он не премиум YouTube с рекламой. Это, наверное, как многие смотрят. У меня просто премиум. Сейчас. Снова эта знакомая девушка. Классно так на большом экране свои влоги смотреть. Я, ну, когда монтирую, понятное дело, смотрю их на телефоне, на компьютере. Мой лично самый вот этот любимый влог. Сейчас, где он? Что он не кликается на него? Тут в этом отеле все работает наполовинку. Вот это мой любимый влог. Ну, потому что это мое любимое место из Дохи. Лепота? Лепота ли, красота ли?
Прекрасно приняла душ. У меня там по-прежнему любимый блогер моего мужа Ева Реки. Она уже там где? Тусит, на фоне играет. Вот, а я оделась, наконец-то я смогла одеть легенькую, хлопковую, тоненькую кофточку и тоненькие леггинсы, потому что устала носить вот эту теплую одежду. Вот что значит вернулась в Турцию. Ну что, идем завтракать. Так, ну что, вот так вот выглядит отель утром. Кстати, я бы не сказала, что прям сильно отличается впечатление от вечернего. Ну, конечно, красиво там пробивается этот цвет, но в целом... О, иду на запах еды. Всегда утром легко найти в ресторане, где же еда. Нужно идти на запах еды. Как приятно в отеле принять душ, помыть волосы хорошим шампунем. Кстати, косметика здесь Этра. Вот, кстати, в том отеле Маэстро, не зря он мне понравился, там тоже была косметика Этра. И вот у меня эта любимая кофточка, кстати говоря, последний раз я ее одевала на день рождения свое в прошлом году, потому что в этом году в Бодруме не было вот такой, знаете, демисезонной погоды, футболки, а потом теплые свитера. Ой, смотрите, как красиво. Классно. Ну что, идем завтракать. Так. Ну так, достаточно много людей. Morning. On beş yirmi. Teşekkür ederim. Так, ну что, пойдем искать самый красивый столик. Я думаю, что самый красивый столик — это вот столик с видом, конечно же, туда, на Галату. Если там будет какое-нибудь место, если там все не заняли, то обязательно сяду сюда куда-нибудь. Все занято. Так. Смотрите, какие красивые диванчики, никаких стульчиков. Очень симпатичные креслица. Вот. Красота. Просто красота. Посмотрите, какой вид. Слушайте, но у меня на самом деле, как обычно, я, мне кажется, заняла просто самый лучший столик, потому что оттуда вида нету. Но вот именно с этого столика просто невероятный вид. Ну что, сейчас расскажу вам про завтрак. Я уже все попробовала. Вот что значит, человек умылся, смотрите, кремиком намазался слегка, причем одним только тонером чуть-чуть подкрасился, уже себя чувствуешь совсем по-другому. И самое главное, оружие женщины — это чистые волосы, правда? Вот, в общем, знаете, этот завтрак, я уже начала все пробовать, настолько вкусно, настолько богатого, хорошего завтрака. Ну, вы знаете, я последние полгода прям постоянно путешествую, просто давно не было. Ну, то есть, и в Стамбуле мы останавливались в отелях, но здесь действительно исключительно просто хай-кузин. Очень красиво, очень вкусно. Вообще, вот самое лучшее, что могу здесь отметить, это сервис. Я просто впечатлена сервисом. Мне, значит, сделали бенедикт, как я именно хотела, на черный хлебушек с авокадо, яичко и чуть-чуть соуса бешамель. Взяла попробовать всего разного. Киноа, салатик, рис с яйцами, спаржа, грибы и свекла. А вот это baked mashed potato целое. Так, конечно же, гранатовый сок, друзья. Ваше здоровье. И чашечка капучино. Посмотрите, какая она красивая. Ну, не великолепный же завтрак. Просто за непрезентабельную тарелочку. Но вы просто посмотрите, на самом деле, я думала, отель пустый, но отель полный. И вы знаете, вот все столики, там вообще нету вида. И вы представляете, как только я пришла, моя душа знает, моя вселенная знает, что мне нужно будет снимать красивый влог, и я люблю сидеть и есть с красивым видом. Вон, кстати говоря, видите, виднеется Галата Тауэр. Вот, и мне достался такой самый классный столик. Яичко мне положила вот эти вот каперсы, оливки, вот на эти каперсы я просто подсела. Прекрасный зимний Стамбул. Смотри, как там романтично стоит парочка под зонтиком. Очень сильно дождь. Ну что, допиваю последнюю чашечку кофе и отправляюсь домой к моему любимому мужу в Бодрум, который мне устроил такой прекрасный новогодний отдых. Люблю тебя, солнышко. Спасибо. Я решила не брать ничего, кроме бенедиктов и спаржи, и больше ничем себя не наполнять, потому что я уже просто не могу только есть. Я взяла суши, сашими. Вот, допиваю сачок.
Боже, Стамбул, ну ты как всегда балуешь, радуешь. Смотрите, эта тема с пимпочками, она теперь меня преследует. Теперь это мое кольцо, не зря оно меня притянуло. Вот то место, где купила его. И посмотрите, у меня капучино тоже теперь с пимпочкой. И все у меня теперь будет с пимпочкой, с такой. О боже, какие суши. Если бы я знала, что я приеду в итоге в Стамбул, что моя поездка закончится так, то я бы не ела в Баку все эти ужасные, дорогущие суши. Просто, вы посмотрите, какая красота. Что это замечательной чашечкой кофе. Дождь. Поэтому, видите, вот терраса как выглядит днем. Никого нет, дождь. Тут символ, собственно, отеля Риксос. Кран. Красота. Давайте посмотрим сейчас теперь поближе Галату. Насколько она... Собственно, не так-то далеко, просто на камере так кажется. Ну вот она, Галата. Золотой рог открывается у нас тут. Знаете, я сижу в одном из самых замечательных и красивых мест и ресторанов Стамбула. И вокруг меня просто считанные люди, единицы с счастливыми, сияющими глазами, которые рады тому, что у них есть. Знаете, я вот поражаюсь, путешествую по миру очень много, путешествую в самых роскошных местах. То есть, ну, как бы, наверное, next level это только там private jet и какой-нибудь отдельный отдых. То есть я останавливаюсь в очень хороших местах, в самых лучших, где только возможно. И вы не поверите, но вокруг меня постоянно люди, у которых недовольные лица, кислые, у них вообще отсутствие каких-либо эмоций. И вот считывается, я же считываю энергию. То есть люди, знаешь, вот ощущение зажравшихся людей, которые просто совершенно не ценят то, что у тебя есть. Для меня это, конечно, удивительно. Человек, который может себе позволить то же самое, я ценю, и с каждым днем, вы знаете, чем больше я могу себе позволить, тем больше я ценю то, что у меня есть. И вам того же желаю, друзья, потому что когда вы цените, вы благодарны Богу, вы благодарны миру, вы благодарны себе, и в вашем сердце растет любовь. А когда рождается хоть небольшая нотка неблагодарности, все, пиши пропало. Так вот еще про окружающих людей. Вы знаете, была бы возможность, я бы скрытой камерой засняла бы эти лица, но я, конечно, этого делать не буду. Это же я просто для примера рассказываю. Так вот, вы знаете, что интересно? Я вот думаю, 90% людей, которые здесь сидят, до 99%, наверное, может быть, я единственный местный человек. Все эти люди, туристы, которые могут позволить себе очень дорогой, изысканный отдых. Вот, потому что стартовая цена 300 евро, по-моему, за ночь. Ну, это как бы не сильно дорого, но и как бы так вот, да, хорошо. Вот. И все равно вот люди приехали в новую страну, казалось бы, они должны быть очень такими, знаете, воодушевленными, довольными. То есть если людей даже такие вещи не, как сказать, не трогают, то даже не знаю, чем можно тронуть их душу. Чем можно их вообще порадовать в этой жизни, даже не знаю. Попрощалась, до встречи бодрыми, но на самом деле сижу и думаю, на самом деле, у меня практически неделю не было дома. И, вы знаете, удавшийся отпуск, удавшаяся поездка, это когда ты рад этой поездке, но в то же время тебе уже начинает потихонечку хотеться домой, уже начинаешь соскучиваться по своим. Вот, поэтому отдых удался. Внезапный мой залет в Стамбул, конечно, ну это вообще, ну посмотрите, где я, класс. Но Баку, конечно, я буду монтировать эти влоги еще в ближайшие 2 недели и буду снова проживать эти все эмоции. Вот это я люблю, конечно, монтаж. Я сама все монтирую именно вот за то, чтобы проживать заново все эти эмоции. Это видео, которое я сейчас записываю, это и начало нового небольшого видео, и конец моего предыдущего влога. Я ставлю и туда, и туда. Так вот, закончилась моя поездка новогодняя в Баку. Из 5 дней она превратилась в целую недельную. И там под одним видео про авиакатастрофы девушка оставила комментарий. И вопрос такой, что она считает, что есть противоречие между тем, что мир случайен, да, мир случайностей, и все зависит от нас. То есть вот это противоречие для меня, это наоборот не противоречие, это взаимодополняющие вещи, да. И вот сейчас, пока я завтракала, записала вам небольшое видео, сейчас дальше я его вставлю. Ну, а я с вами прощаюсь.
Впереди 4 невероятных, красивейших влога из Баку, который первый будет называться «Исторический», второй будет называться «Роскошный», это была новогодняя ночь, потом третий будет «Архитектурный» и четвертый влог «Изысканный». Ну и, конечно же, эта вся часть будет начинаться следующим видео, которое будет про мой перелет и все это путешествие, как я провела день накануне Нового года. Ну все, сейчас... This my Istanbul stop, it's like a cherry on the cake, you know, like it's like exceptional. After Baku I was like, and now like exceptional, perfect. Вот и закончилось мое новогоднее путешествие. Я уже в моем любимом Ист-Авалимане, европейской части. Мчусь домой. Так хочу уже домой. Боже. Убереги меня от Сабихи, пожалуйста, потому что, конечно, ну это же прекрасно. Посмотрите, какой прекрасный аэропорт, как приятно сюда приезжать и приятно отсюда летать. Посмотрите, какая здесь красота. Волшебно. Ну что, я с вами прощаюсь. С вами была Ева. Ева Реки. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, давайте общаться. Это была прекрасная поездка и прекрасное новогоднее празднование. Всем спасибо. Пока-пока.